Всем привет! В этом видеоуроке мы создадим анимированную градиентную рамку на чистом CSS. Буквально несколько строк кода, и ваша карточка заиграет современным динамичным стилем. Давайте начинать. Погнали! В index.html создадим структуру нашей карточки, добавим div с классом card, внутри него разместим border box и добавим тег area hidden со значением true, для того, чтобы скрыть от скринридеров. Border Box будет использоваться, как вы уже догадались, для градиентной рамки. Далее добавим немного контента. Пусть будет заголовок H2. И какой-нибудь текст рыба. В стилях для начала обнулим все ненужные отступы, паддинги, маржины и пропишем box size border box. Для body зададим min height на весь экран, на всю его высоту. Укажем display flex и разместим нашу карточку по центру. Также подключим шрифт. Arial будет использоваться как основной. И Helvetica, если вдруг браузер не сможет прочитать, будем использовать его. И sans serif без засечек, если ни один из этих вариантов нам не подойдет и браузеры не смогут его прочесть. Добавим цвет. Фон. И межстрочный интервал. Так, теперь перейдем к карточке. Зададим ей position relative. Укажем ширину 390 пикселей. И зададим сразу минимальную высоту 350. Для заголовка H2 укажем отступ вниз 15. Цвет белый. Шрифт 26 пикселей. Межстрочный интервал пусть будет 120%. Для параграфа 16 пикселей. И цвет путь будет такой. Теперь перейдем к анимированной рамке. Card Border Box. Зададим ей Position Absolute. Будет она у нас позиционироваться относительно карточки. Border Radius 20 пикселей. Все ненужное скроем. Z-индекс 0. Сделаем ее ниже. Top 0, Left 0. На всю ширину и на всю высоту. Теперь добавим общую анимацию. Для этого обратимся к псевдоэлементу before. Position Absolute. Сверху 50%, слева 50%, чтобы разместить по центру. Добавим максимальную ширину. Я для примера указал 300%, но можно и больше. Высоту также. И нам также необходимо задать цвет нашей рамки. Для этого я уже заранее подготовил фон. С помощью конического градиента
наши цвета будут вращаться вокруг центральной точки. Это нам как раз и необходимо. Сразу пропишем Translate, чтобы выровнять ровненько по центру. И для начала задать угол поворота 0 градусов. Анимация пусть будет Rotate 4 секунды и бесконечная. Z-индекс -2. Так, мы уже видим очертания нашей рамки. Теперь нам остается добавить внутреннюю область для нашего контента. Она может быть и пустой, но в нашем случае в ней будет расположен заголовок и параграф. Также Position Absolute сместим на 1 пиксель сверху и слева. Ширину также укажем меньше родителя от 100% отнимем 2 пикселя, меньше на 2 пикселя, и высота также будет чуть меньше. Фон border радиус будет такой же 20 пикселей и z-индекс -1. Сделаем чуть выше нашей рамки. Отлично. Теперь для нашего контента, мы его сейчас не видим, зададим Position Relative. Супер. И внутренний отступ 30 пикселей. Я думаю, этого вполне достаточно. Саму анимацию пропишем в самом конце. Rotate, да, если я не ошибаюсь. Rotate. И она будет добавлять вращение. Translate остается по центру, но меняется угол. Rotate 360 градусов. На этом все. Теперь вы знаете, как очень просто создать анимированную градиентную рамку на чистом CSS. Если было полезно, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А еще вы можете поддержать мой канал на Boosty, там доступны архивы с кодом из всех видео, а также эксклюзивные материалы, которые не выходят в общий доступ. Ссылку я оставлю в описании. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я выкладываю свои отрывки из жизни и провожу викторины по знаниям HTML, CSS и JavaScript с объяснениями. Спасибо за просмотр и до встречи в новых видео.